самолет опять. Ебать, видели? Сань, нам лучше быстро садиться, сзади нас пробка. Садись, садись. Падай туда. Тогда уже все поздороваемся по приезду. Сколько нам ехать, кстати? Прям сейчас пик. Здорово, здорово. Привет. Когда ты последний раз был в Одессе? О, наверное, это года 2 назад. Мы обычно там с родителями видимся, мы куда-то собираемся выезжать там за границу, на море, еще куда-то. А так в Одессе не очень часто бываю. Ну, скучаю. Родители сейчас там? Да, родители в Одессе. Там у них более-менее безопасно. Там мы так посмотрели, рядом нету ничего такого, там, военных баз, но кого это останавливает, так сказать. Но они там в частном доме, там есть погреб. Они там сделали себе еще одну комнату и вот. Как убежище. Да, да, как убежище. И вот. Мы находимся на площади воинов-героев гетто, в таком символическом месте. Рядом со мной Илья, который уже 5-й год живет в Польше. А дальше он расскажет сам о себе поподробнее. Верный Алексей. Мне 23 года, я болельщик Нави. 5 лет уже живу в Польше. Учился 3 года и сейчас уже 2 года как работаю. И как бы постоянно живу в Польше. Когда началась война, ты находился здесь, насколько я знаю, а твои родители находились в Одессе. В Украине, да. Сейчас наш герой проснется. Мы встали сегодня пораньше. Вот, кстати, он. Привет. Привет. Алексей. Ваня. Очень приятно. Ребята, познакомьтесь, это Ваня. Мы находимся в Польше. Ваня сюда приехал с того времени, как началась война. Мы находимся в Кракове, и сегодня мы послушаем его историю. Скажи, ты вообще хотел покидать Украину? Нет. До момента вот начала войны категорически это был отказ, а потом уже это решалось по факту. Но тоже я бы не уехал, если бы не обстоятельства. Ну, собственно говоря, на то, чтобы уехать, повлияли беженцы из Харькова, которые приехали к нам в первую неделю войны. Ну, то есть я лично не знал этих людей. Это были какие-то дальние родственники мамы. И, собственно говоря, там была... Семья состояла из 2 мужчин и женщины с ребенком. В тот момент, когда начались активные действия в Харькове, они приехали к вам в гости и рассказали о том ужасе, который происходил в Харькове. Они рассказали то, что на соседней улице, там, где они жили, полностью дотла снесли многоэтажку. Ну, то есть эти истории просто повергают в шок. Расскажи поподробнее про 24 число, как ты узнал, что началась война, может быть, тебе позвонили родители, или это были новости, и как ты отреагировал вообще? Поверил ли ты в происходящее? Да, мы должны на следующий день, как началась война, ехать в Украину, в Буковель, кататься на лыжах с родителями, ну там с семьей, большая компания собиралась.
И мы уже там, мы до этого обсуждали, возможно ли, что начнется война. Все такие, да нет, Этого не может невозможно, быть. да, это выстрел в ногу, он на это не пойдет и так дальше. Уже были собраны чемоданы, там куплены билеты, и мы как бы все уже готовы. И тут в 5 утра перед отлетом звонит отец, говорит, началась война, у нас в Одессе бахкает, все взрывается. Ну, и я вот с 5 утра там обзванивал родителей, знакомых, спрашивал, как у них дела и так дальше. И тогда вот первый день был у всех людей по Варшаве, по Польше был такой хаос, все не знали, что делать. Но на второй день уже начали работать кафе в плане того, что собирать еду для беженцев. Мы, в частности, там закупали какую-то еду, и кафешки, которые могли большими машинами отвозить туда еду на границу для наших беженцев, это делали. Есть люди в возрасте и с детьми. Ну, все есть. Возле меня стоят Тихон и Миша, которые сейчас тоже поделятся своей историей. Ребята находились в это время в Харькове и в Мариуполе. Правда, пацаны? Да. Расскажите, как вы встретили войну 24 числа, какие были первые ваши эмоции и что происходило в тот момент? Потому что это было раннее утро. Ну, в ту ночь с 23 числа я поздно лег спать и проснулся довольно рано, часов в 6 утра. Даже не знаю, почему я проснулся. И у меня по всей квартире бегают родители. Слышу на улице сирену машин. Не совсем понимаю, что происходит. Думаю, загляну в телефон, мало ли что. Вижу, у меня куча чатов просто разрывается. Мне пишут некоторые друзья, паблики. И я смотрю все эти фотографии, и везде надпись «Началась война». Родители понимали, что Мариуполь находится в том месте, где будут активно развиваться боевые действия? Думаю, нет, потому что у моего отца большой круг общения, и многие люди из этого круга общения, да и в целом довольно известные политологи говорили, что Мариуполь будет надежно обороняться, что у нас есть много полков морской пехоты, у нас есть Нацгвардия, тероборона, и у нас есть легендарный полк Азов, которые сдержат оборону. Но тогда не принималось в счет то, что Мариуполь будет окружен. Все думали, что атака будет только со стороны так называемой ДНР, и, соответственно, ее мы сдержим. Но никто не предполагал, что они зайдут со спины и начнут брать город в кольцо. В 7:45 по польскому времени, то есть уже война в Украине шла как 2 часа, мне звонит девушка. Это было, то есть она мне никогда так не звонит рано, и я очень удивился, почему так рано, тем более, что у меня был выходной. И она говорит, что «Денис, началась война». И вот так прям, я помню эти слова, это было ужасно, и я вспоминаю... Ты сначала, может быть, даже не поверил. Я не то, что не поверил, я как-то... я просто это слышал, и она мне говорит, я спрашиваю, что? И она мне повторяет эту фразу, и я уже начинаю... я включаю интернет, запускаю Telegram и смотрю все каналы, что и как, и это чувство, я не знаю, многие сейчас, наверное, меня поймут, просто первых 10 минут это мандраж, просто трясло невероятно, и никак не можно было успокоиться. Это было ужасно. Получается, я сам родом с Мариуполя, в Харькове я учусь. И перед войной, получается, в числах 15 февраля буквально я выехал с Мариуполя, закончились каникулы, и я выехал обратно учиться в университет. И в 4:30 утра, может чуть-чуть позже, мне начинает очень сильно названивать мама, я отвечаю, выхожу в блок, чтобы никому не мешать спать, выхожу в блок, и мама говорит «война»,
И буквально после этих слов я слышу бабах, и общага начинает трястись. Примерно все у нас вот так. Темно и слышны танки. И после этого было очень быстро принято решение собирать все вещи, которые поместятся в сумку. И у меня в Харькове родственники есть на Северной Салтовке. Тогда там еще было относительно спокойно, и было принято решение выезжать туда к ним. И в течение недели нахождения там, я сам был на ботаническом саду жил, и в течение недели нахождения там с каждым днем становилось только хуже. Северная Салтовка обстреливалась постоянно. И это все, и все эти грады прилетали по домам, и один залп из всех был прям по нашему дому в тот момент, когда мы все-таки решили выйти из подвала, там сходить в душ, поесть нормально. И буквально в этот момент начался обстрел нашего дома градом. Мы в коридоре между стенами стали, пережили это, и очень быстро, пока было затишье, максимально быстро опять взяли все вещи и снова побежали в подвал. И так мы там находились неделю. Это у нас перед подъездом. Вот. А здесь жили люди. Родители потом с тобой связались после того, как проснулись или ночью, или утром? Или они не хотели тебя беспокоить, скажем так? Да, у меня мама такая, что она не очень любит меня чем-то вообще-то расстраивать, либо беспокоить. И первый позвонил я. Я позвонил, спрашиваю... Первый был вопрос, как вы там? И моя мама вся такая, как будто в настроении, чтобы меня не расстраивать. У нас все хорошо. Я думаю, я и так знаю, что у вас уже не все хорошо, что вы будете делать? Она сказала, что мы будем пока сидеть, потому что мы находились у нас частный дом, мы живем за Киевом. А в каком районе по это было? По Житомирской трассе. Житомирскую трассу практически уничтожили. Для тех, кто не знает и кто не в курсе, и практически уничтожили Ирпень и Бучу. Да. Практически снесли просто с лица земли. Поэтому Житомирская трасса это была одно из самых таких очень, горячих мест во время войны. И там действительно было очень стрёмно. Да. И вот это просто, я не знаю, это, наверное, нам просто повезло, потому что вот Житомирская трасса, если так смотреть на карту, выше вот это Ирпень, Гостомель и Буча, и наше село это первое ниже от Житомирской трассы. Это самое-самое первое село, и до нас просто не дошли. Но все взрывы, весь огонь, все это родители видели. С каждым днем это все ближе и ближе. Были слышны выстрелы, были слышны и вертолеты летали, и самолеты. И решение было принято 7 марта, когда наше село уже с оккупированной территории Киевской области обстреляли, ракетами, градами обстреляли. Ситуация становилась каждым днем все хуже, особенно тот период, когда обстрелы градами их становилось все меньше и меньше, и Северную Салтовку там становилось чуть тише. И был момент, когда мы просто выходили из подвала, потому что там было невозможно находиться. Мы выходили из подвала просто хотя бы подышать воздухом, и это то, что я видел своими глазами. Над нами пролетают несколько самолетов и летят в центр, в сторону Харькова. И буквально потом возвращаются, мы это все наблюдаем, заходим в подвал, заходим в телеграм-каналы, новостные каналы. Там в течение 20-30 минут уже новости, что все, там в центре города прилеты, авиабомбы. Разразились, сейчас все закинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... Мы собирали вещи, и
мы первое время не собирались покидать, потому что мы как раз-таки верили и думали, что все будет хорошо. Но потом все становилось все хуже. Российская армия прорывала Херсонскую область, она подходила к Бердянску. В тот момент мы уже думали действительно покидать город, но его заблокировали. Ну что, Алексей, Да, добрался? добрался. Здорово. Привет. Как дела? Все прекрасно. Откуда приехал? Ингольштадт, а так вообще Мариуполь. Красавчик. Ты когда в Мариуполе был? В каких числах? Я, получается, с самого начала и выехал из Мариуполя 15 марта, просто чудом, из заблокированного города. Тогда. То есть ты попал в осаду? Да, да. Стрёмно было? Нереально. Промышленный город был большой. И, в общем, 4 утра, 24 февраля, как и, впрочем, во всех городах Украины, Киев, Харьков, таких крупных, нас начали бомбить. Должен был идти на учебу, но проснулся от нереально сильных взрывов. И все, говорят везде война, война. Ночью или утром, как это называть, 24 числа я в принципе не спал. У меня было какое-то очень жуткое ощущение, что что-то страшное надвигается. Еще увидел обращение президента в 11 или, может быть, даже уже 00:00, которое не сулило ничего хорошего. Вот. И уже где-то около 4 утра читаю новости одного паблика, вижу в Харькове взрывы, в Киеве взрывы, в панике пишу своей семье в Киеве, в панике бужу родителей, говорю, война началась. В этот момент, когда родители начали кипиш, ты вышел на кухню, я не знаю, ты пришел к ним в комнату, вы начали это обсуждать, что говорили родители, как вообще, какие ощущения у вас были? Первое, что я сделал, если честно, это я оделся и побежал смотреть, открыто ли бомбоубежище. Потому что до этого, когда была эта вся информация в Украине, что возможно будет, ну, в общем, был этот весь напряг, я промониторил на всякий случай бомбоубежище, которое находится рядом с моим домом. И первое, что я сделал, это я оделся и побежал, посмотрел. Вот. Первое было закрытое. Потом, когда я побежал к школе, в которой я учился, я знал, что там самое большое бомбоубежище. Я побежал в ту сторону, там прозвучал очень сильный взрыв, и я решил вернуться домой. Пиздец. Лично я боялся войны, я убеждал себя в том, что ее не будет, но где-то в глубине души я все-таки понимал, что что-то да произойдет. Очень много обсуждали в Дискорде с различными парнями, скажем так, с которыми мы шпилили в CSGO, в Радугу. И был такой аргумент, что типа, что война не начнется, был аргумент, что когда ты хочешь кого-то ударить, ты же не предупреждаешь его, я тебя ударю, а потом и бьешь. Ты сразу его бьешь. Вот был такой аргумент. Но мы были неправы. 24 число, 4 утра, наш город бомбят, и я начинаю собирать вещи, чтобы уезжать, потому что я живу на окраине. Я кладу в сумку свой новенький ноутбук и все, уезжаю в центр города, оставив там кошку. Мы бежали, это вся паника, мы прыгаем в машину и все, едем в центр, и потом я понимаю, а ведь надо вернуться, такая чуйка, как бы. И мы надеялись, что все закончится очень быстро, что где-то там постреляют, у нас все обойдет, и мы вернемся в свою квартиру. И я понимаю, как-то внутренне чувствую, что нет, надо ехать, надо забирать. И, в общем, сажусь в автобус и доезжаю
до моего района, и там дальше иду пешком, ибо обстрелы, постоянные обстрелы этого района. Я иду с мамой в свою квартиру, поднимаюсь, рюкзак, сажу кошку и все, закрываю дверь в квартире и понимаю, что больше я туда никогда не вернусь. И, в общем, да, с кошкой я выезжаю в центр города и уже в подвале нахожусь с ней. Поэтому, ребята, те, кто выезжают из своих домов, покидают дома из-за войны, никогда не оставляйте своих домашних животных, своих любимцев. Ведь я думал, что лучше я не возьму ничего, я не возьму ни вещей, ни свой ноутбук, но я заберу свою кошку, ибо это член семьи, это мой друг. Что вы делаете дальше? Это раннее утро, все войны начинаются ранним утром, потому что идут пересменки, плохо работают скорые помощи, там где-то часовые не доспали. То есть нас хотели, скажем... Застать врасплох. Да, застать врасплох, и у всех это получилось. Что вы делали дальше? Ну, документы были все собраны, потому что я подготовил это заранее. Вот, и первое, что я сделал, это начал собирать сумку, вот, потому что я понимал, что нам нужно искать место, где было бы более безопасней. Мы решили посидеть, обдумать, как делать. У нас был вариант выехать в Черниговскую область. У нас там находится село. Но я сказал, что ехать туда не нужно. Это плохое место, потому что я понимал, что с Белоруссией тоже может быть какое-то движение. Ну, оно и было? Оно и было, да. И получается, в первый день я отказался туда ехать. Я сказал, что мы туда не поедем, это очень опасно. К сожалению, в тот момент моя мама очень плохо отреагировала на эту обстановку. И я почувствовал, что я сделал неправильно, то, что мы не уехали в первый день в Черниговскую область, хотя я прекрасно понимал, что там небезопасно. И в это время танки зашли на Оболонь, и мы все видели это видео, там, где они переезжают автомобили. Мой брат говорит, что мы хотим ехать, и я понимаю, что мне нужно вывезти маму. И мы поехали с ним вместе на свой страх и риск, потому что уже было очень напряжно в Киеве. Мы приехали туда, первые дни были тихо, было нормально, мы нормально могли спать, кушать. Но, к сожалению, спустя 3 дня наше село оккупировали. И я с утра проснулся, мне дедушка говорит, что танки зашли в село. Я вышел на улицу, и километра 2 у нас была дорога такая, по которой заезжать в село. И, получается, с одной стороны колонна из 94 танков прошла, и с другой стороны. Получается, село полностью оккупировали, и мы там остались сидеть на 4 недели. Станьте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту. Вот так вот началось утро, блядь. Еще плюс там вот за огородом грады стоят. Я в центре города, у квартиры в пустой, друзей. Не знаем, что делать. Вроде спокойно, где-то на окраинах стреляют. У нас особо еще ничего нет. И я понимаю, что все-таки же нужно найти где-то подвал. В это время идут обстрелы по городу? Да, в это время идут по городу обстрелы, и уже комендантский час. И я понимаю, что недалеко есть гимназия, где учился мой друг, и все, там ведь точно есть подвал и какой-то, скорее всего, пункт приема, где можно, в убежище переждать. Комендантский час, уже полностью вечер, свет в городе отключен, как и, наверное, в других городах. И я бегу на путь к этой школе, и все. На середине пути начинается уже близко обстрел. Я не знаю, что делать. Либо мне добежать уже до подвала школы, а вдруг там ничего нет, или вернуться обратно в подъезд, хотя бы чтобы не на голом поле. Но все-таки как-то присели возле какой-то типа бетонной колонны, мало ли, и все. Дальше в школу, стучимся, темно. Открывает какой-то мужчина, спрашивает, кто? Комендантский час же. Он видит, что я с мамой еще, видит, что все-таки мирные люди
Говорит, ну все, закрывайте. Как раз еще вот заходим, и уже начинают прям рядом падать снаряды. И все, заходим в эту школу. И вот там, в подвале этой гимназии, я был 3 недели. Сколько вас там человек было? У нас было 164 человека. Ого! Да, 53 из них ребенка. Гуляш, иди сюда. Вы выехали в Приморский район, но в это время, насколько я знаю, Мариуполь уже был заблокирован, правильно? Да. Это было... Выехали к своим родным, это когда было? Это 4-5 марта. И когда вы покинули Мариуполь полностью? 15 числа. Что за это время происходило? С 4 по 15 марта ты рассказывал о том, что вы с чудом просто прорвались через эти все блокады и блокпосты, которые установили российские солдаты. Ну, в городе царила разруха и хаос, можно так сказать, потому что, по сути, вот с момента блокировки города на весь город работал буквально один магазин, в который очереди были просто 5-7-часовые. Наверное, до 2 марта у нас еще была вода, у нас был газ. Как раз столовая находилась в этом подвальном помещении, что-то можно было приготовить, и все. В общем, потом 2 марта полностью вся инфраструктура, наверное, уже отключается. У нас нет воды, газа, отопления, у нас нет электричества. В общем, это ужасно. Но нам повезло, наверное, больше, чем другим подвалам. Волонтеры еще до того, как все было очень печально, когда еще работал транспорт, были не уничтожены дороги, был доступ ко многим районам города. Завозили нам еду, завозили нам какие-то консервы, завозили нам хлеб и воду. Потом этого уже не было, и мы топили снег, собирали дождь в ведра. В 6 утра мы встаем, все, старики, мужчины, женщины, дети, все набирают воду, все кто-то чем-то занят, как-то были разные люди, но все работали как единая команда. Это наша сейчас община, наше сейчас убежище, и мы должны пытаться защитить. Понаносили с кабинетов верхних, когда было более-менее тихо, парты, книги, заставили окна, заклеили, в общем, пытались как-то обжиться. Город Мариуполь, 13 марта, 18-й день войны. Город оккупирован, гуманитарной помощи нет и не будет. Эвакуация мирного населения невозможна. Люди в бедственном положении. Вода, еда заканчиваются, люди вынуждены скрывать магазины. По городу авиаудары происходят. Из минометов и градов обстреливается мирное население, 1000 жертв. Ну, а что ты сделаешь? Тебе нужно самому искать еду, искать как-то воду, готовить на кострах, потому что электричество, там, отопление у нас отключили вот буквально 2-3 марта, и через несколько дней пропал газ. То есть никаких условий существования, цивилизации, это все пропало. Бросали не на военных, а бросали на садики, на школы, на драмтеатр, на больницы. Да. Девочка одноклассница, единственная осталась. Да, в Мариуполе учится она в школе. не выехала. 11 класс, умнейший ребенок. Почему ребенка не вывезли, девочку, я не понимаю. Решение родителей было? Да, конечно, девочка же сама не сможет выехать. Когда российская армия оккупировала наше село, она двигалась в сторону Киева, и по ходу своего движения она обстреливала жилые дома с танков. Также слышны были автоматные очереди, что в итоге мы узнали, они просто расстреливали людей, которые выходили на улицу, и просто без причины стреляли по домам. Сколько это все продолжалось? Примерно 1 день они перебрасывали всю технику ближе к селу. Колонна из 94 танков это была не последняя, за ними следовали другие, поэтому плюс-минус это длилось, да, день.
В это время во всех российских СМИ разгоняли информацию о том, что военные отправлялись на учения и не знали, куда идут. Но, как вы понимаете, учения, которые идут колонной через село и расстреливают мирных жителей, назвать это очень тяжело. Можно назвать это только геноцидом, к сожалению. Блядь! Ксения, быстро! Аптека, блядь! В тот момент, когда начала заканчиваться еда в селе, конкретно это был хлеб, потому что завозить его было невозможно, очень опасно. Мы взяли все зерно, которое было у моего дедушки, и поехали на мельницу для того, чтобы смолоть себе муки, чтобы мы могли печь хлеб себе сами. Я даже помню, это было 9 марта, мы приехали туда, смололи зерно, поехали домой, и через 3 дня мы узнали, что российская армия убила этого мельника, который помогал людям молоть зерно и просто-напросто... То есть мельник на мельнице молол зерно Да. для всех односельчан, Да. и выпекался хлеб для того, чтобы прожить, Да, и они так и приехали, было. его убили. Ты знаешь какие-то подробности, почему Да, они знаю. его убили? Когда они приехали в село, там была очень большая очередь была из машин. Танки начали заезжать, танки БТР начали заезжать. Все люди побежали в мельницу для того, чтобы спрятаться. Он просто не успел, и они его убили. После того, как наши люди спросили, зачем вы это сделали, они сказали, что он не успел. Чого? Я не бачу. Ой, Боже. Игорь! Игорь! Я благодарна за все. Если мне не получится выжить. Просто трэш. Как вы смогли выехать? Именно тот момент, когда вы сказали, все, пора уезжать, садимся в машину. Была ли у вас машина? Дал ли вам кто-то машину? Что с вашей квартирой сейчас происходит? И что вы взяли с собой? Просто расскажи вот прямо этот момент, когда вы поняли, что все, Мариуполь будет разбомблен и пора отсюда уезжать. Ну, так как я сказал, что мы перебрались сначала к родственникам, поэтому все, что могли, мы загрузили в машину. У нас была своя машина. Мы загрузили какие-то вещи, продукты, которые мы смогли добыть. А как мы выбирались, получается, у нас кумовья моего отца, они сами с левого берега, но левый берег был разрушен еще раньше, чем центральный район города. И поэтому они перебрались в центральный район, там, к знакомым. Было куда. Вот. И на утро 15 марта к нам прибегает наш кум и говорит, что Вася, это мой отец, пришло сообщение, что вчера люди прорвались, они смогли доехать до Запорожья, все хорошо. И тогда мы поняли, что нужно хватать вещи и быстро езжать. Но это не зеленый коридор, это не официальная эвакуация, никто не гарантирует режим тишины. И мы принимаем решение все-таки выезжать из города, даже под обстрелами, потому что оставаться в Мариуполе – это, скорее всего, 100% конец, а так хоть есть какой-то шанс выбраться. Выезжаем, машина заводится с толкача, мы сидим как селедки в банке, небольшой ланос, нас 6 человек, мы все-таки выезжаем. И нет, это не режим тишины, город обстреливается просто постоянно, каждый час. Артиллерия, самолеты, корабли нас фигачили со всего оружия. И вот мы выезжаем по городской дороге, объезжаем все эти воронки, все эти кирпичи, которые валяются, провода оборванные. И тогда в этот день выехало нереально много машин. Это просто какое-то чудо, ведь какие-то пару дней выезжали, потом все, не выпускали вообще никого. Было около 2000 машин, колонна. Попали в большую колонну машин, выезжали тогда не сотни, а тысячи машинами.
Были большие пробки? Большие пробки. Было страшно, что сейчас начнутся обстрелы, что... Да. Мы, когда выезжали из города, было довольно-таки много подбитой техники, были минированы поля, просто на дороге стоят мины, боялись, мало ли, какой-нибудь идиот может случайно задеть. Или российская армия начнет обстреливать, потому что до этого все колонны, которые пытались выезжать машинами, от них никаких вестей не было. Да, ребята, если вы не в курсе новостей, очень много гуманитарных коридоров, так называемых, которые Российская Федерация обещала обеспечить, на самом деле обстреливались, людей убивали прямо в пробках из автомобилей, которые пытались покинуть свои города. Расстреливали бабушек, дедушек, детей, собак. Это все происходило на глазах у мариупольцев. Мариуполь просто на данный момент стерт с лица земли полностью. Вот что сейчас происходит. Снизу вверх. Он прилетел сюда. Дом. Представьте, что они делают. Они просто стреляют в живые дома. Где там военные? Что, блядь? Вон, иди! Саня, быстрее! Влево! Вправо туда ныряй! Опять шум самолета. Мы слышим 2 взрыва, все, фух, упало не на нас, но в то же время упало на кого-то, и, может быть, кто-то погиб, ведь эта бомба все равно куда-то прилетела. Если не я, то кто-то, это самое ужасное. Ну, в общем, как-то мы уже выбираемся из города, едем по трассе, вообще не знаем никуда, ничего, потом уже по навигатору, ну, в общем, на выезд из города, там, где всегда был блокпост, мы видим танк разбитый. Вот. Когда я был в Мариуполе в подвале, была, знаете, какая-то пустота внутри, какая-то прям апатия, что ну все, мы не выберемся, не было никаких эмоций практически. И вот тогда, это блокпост возле Мариуполя, я вижу этот танк, вижу, лежит курточка цвета хаки, 2 палки и военные каски. И тогда такой ком к горлу, я понимаю, что там были наши ребята, и они сейчас отдали свою жизнь за то, чтобы я выехал живым из Мариуполя и оказался в безопасном месте. Искать возможность выехать я начал, наверное, сразу же после того, как я увидел эту колонну танков. Я понимал, что в любой момент может случиться разное из-за того, что российская армия начала ездить по селам, у них заканчивалась еда, как я понимаю, и они заезжали, обворовывали местных жителей, убивали их. И после этого я начал искать волонтеров и возможность выехать. У нас одни знакомые, соседи, которые тоже хотели выехать, нашли волонтеров, которые возили людей с ближайшего села в Киев. И мы связались с ними и договорились на определенное время, чтобы они нас вывезли. Это было небезопасно, потому что промежуток между нашим селом и туда, куда нужно было приехать, там все время ездили российская армия. По Мариуполю, пока я ходил, то есть пока были затишья, нужно было передвигаться по городу, искать провизию, просто узнавать, что в городе происходит, потому что никакой связи не было. Просто по улицам лежат трупы людей. Ты понимаешь, что это может чей-то муж, чей-то сын, чья-то мама. Благодарить их за гуманитарку. Мы жили хорошо, мы ездили в Египет, мы отдыхали, у нас было все. Теперь у нас все отобрали. Вы освободили нас от чего? От работы, от домов, от друзей. 25 тысяч мирного населения погибли в Мариуполе. Это по официальным данным.
В общем, машинка наша старенькая, везет 6 человек. Мы почти проехали весь путь до Запорожья, до пункта спасения. В общем, летит аккумулятор у нас. Мы останавливаемся на СТО в оккупированном селе, где украинские ребята работают. И все, появляются кадыровцы, этот грузовик с буквой Z. Тоже, наверное, приехали починиться, заправиться. Ну, потом один подходит, говорит, ну вон, давайте зайдем внутрь, погреетесь. А мы реально замерзли, мы голодные, холодные. В общем, заходим туда, он так довольно вежливо: присаживайтесь. И нам ничего не остается делать, надо как-то поддерживать беседу. В общем, мы спрашиваем, почему вы тут, зачем вы сюда пришли? Ну, вежливо, без всякой агрессии, очень страшно было. Они говорят, мы ищем Степана Бандеру. Провели такой доступный ликбез, в общем, сказали по-нормальному, ребятки, Степана Бандера умер в прошлом столетии еще, но они смотрят так на нас, как будто, знаете, мы из разных планет, нет ни информации, нет интернета ни у кого, смотрят, как он умер, кого вы типа ищете, и говорят, наша последняя точка — это Запорожье, дальше мы едем домой. В общем, вы смогли выехать, покинуть территорию Мариуполя и добраться до Запорожья. Сколько вам времени понадобилось на это все? 12 часов. И после Запорожья вы приняли решение отправляться в Польшу, потому что здесь принимают украинцев хорошо, насколько мы видим, за то время, которое здесь сначала находимся. мы выбрались на Западную Украину к родственникам. Но как раз-таки вот когда мы попали в Запорожье, на следующее утро был ракетный удар по Запорожью. Мы только выбрались из города, мы думали, наконец-то будет тишина, спокойствие. А мы просыпаемся в 5 утра, потому что снова взрывы. Было нереально страшно находиться рядом с этими людьми, с автоматами. Никто не знает, что у них в голове. Но, в общем, слава богу, к счастью, мы выезжаем, мы продолжаем свой путь до Запорожья. И впереди главный мост на Запорожье взорван, и нам приходится объезжать через Васильевку, это населенный пункт под Запорожьем, по какой-то там окольной дороге, по какому-то мосту старому. И, в общем, мы видим на дороге окровавленная куртка, машина, остов горящий, и понимаем, что что-то тут не так. Ну, в общем, добираемся до Запорожья, появляется связь, появляется интернет, и мы узнаем, что за час до этого, как мы проезжали эту дорогу, там обстреляли колонну мирных, и вот мы видели эту горящую машину, какую-то окровавленную куртку, какие-то вещи лежат. В общем, обстреляли просто мирную колонну людей, которые эвакуировались из заблокированного осажденного Мариуполя. Когда было принято решение покинуть Ровно и уехать за границу? Скажем так, война меня морально очень сильно подавила. И я решения в тот момент принимать никакие не мог. Принял его в большей степени мой отец, за что ему большое спасибо. Папа, привет. Он сказал, что езжай сам, ты справишься. Ты и так, в принципе, жил без нас, ты ответственный. Здесь все равно быстро ничего не решится, а тебе еще как бы жить, строить будущее и так далее. Ты говорил, что мама работает в ресторане. Расскажи, как ей работается, как ей польский менталитет вообще, нашла ли она себя здесь и не возникало ли каких-то трудностей при устройстве на работу. И расскажи о том, как восприняли в Польше. Настолько ли люди открыты, как мы сейчас это видим на улицах? Потому что украинской символики очень много. Мы действительно видим поддержку, мы видим центры беженцев, где люди спят в специально оборудованных палатках, ангарах, их кормят, их поят и всегда помогают. Так ли это на самом деле, как мы это видим, и как ей вообще здесь работается? Мама до того, как переехать в Польшу, работала на заводе. Она работала день-ночь, и это очень тяжело давалось. При приезде сюда она устроилась в ресторан, и она занимается тем, что ей, в принципе, нравилось. Она говорит, что ей тяжело, потому что новая страна. Она не совсем понимает язык, частично не понимает, что от нее требуется в какие-то критические моменты, вот когда сильная загрузка, когда много людей. В том ресторане, в котором она работает, владелец
Он держит сеть отелей, небольших отелей в лесу, двухэтажные домики такие. И при устройстве на работу он спрашивал, нужен ли нам дом, потому что у него один простаивал, потому что в остальные он позаселял беженцев и сказал, что они будут жить там столько, сколько нужно. То есть он не собирается их выгонять, и он наоборот их поддерживает. Он дает им работу, он всячески помогает финансово, если это нужно, и помогает морально. То есть Польша была готова к тому, что очень много беженцев-украинцев выйдут со своей страны и их здесь приютят? Мне даже звонили знакомые поляки, у которых там машина 2, говорили, вот я тебе могу дать машину, поедь, забери своих знакомых, семью и так дальше. У нас даже есть в Польше каршеринг, они тоже выделили очень много машин для людей, которые просто бесплатно могут поехать забрать людей, просто как бы дать колеса, на чем поехать и позабирать людей. Очень быстро наладилась эта вся связь около границы, что людей привозили, они там могли кушать спокойно, переждать, их потом развозили уже по городам. То есть поляки именно вот люди, я не говорю, что за правительство, именно вот люди, обычные граждане Польши, они очень быстро начали нам помогать. Поддержка огромная, поддержка реально колоссальная, и люди, поляки, они очень добрые, они никогда не откажут, они всегда помогут. То есть мы работаем там волонтерами, там пока собираем гуманитарку, просто нам незнакомые нам люди, поляки, выходят, могут подойти к нам, сказать там, давай, может, я куплю что-то покушать, может, там у тебя дома чего-то нет, давай, ты отказываешься из вежливости, тебе все равно пакеты продуктов выносят, говорят, типа, это тебе, держи, там, не отказывайся, то есть поддержка реально огромная. В этом месте могла быть рекламная интеграция, но ее нету. Вместо этого мы призываем вас обратить внимание на инициативу нашего президента. Это проект United 24, который призван помогать восстановлению Украины, а также, в принципе, ее победе в этой страшной войне с Россией. Поставьте видео на паузу, пожалуйста, перейдите по ссылочке, которая прикреплена в описании к этому видео, и ознакомьтесь с проектом поближе. Привет, ну как добрался? Спокойно, все хорошо? Да. Как Европа? Здоровчик. Здорово. Да, Европа как Европа, но дома лучше. 100%. Я лег где-то в 2 часа ночи спать. Через 3 часа меня будет сестра и говорит, что типа в Киеве взрывы, просыпайся. Я сначала вообще не понял, что происходит. Потом захожу там в социальные сети, вижу, что все начинают писать про войну, про взрывы. Я вообще, я не мог в это поверить. Потом я, короче, выхожу типа на улицу, у меня напротив еще один дом жилой. Я вижу, что у всех горит свет. Просто едут куда-то куча машин, и вообще какая-то паника у всех начинается. Все начинают собираться. Ты живешь на левом берегу, ты говорил. Ты слышал, как работают ПВО? Потому что я тоже живу там. Я слышал, как начал работать ПВО в 5 часов утра. Я первые взрывы не слышал, но потом, как проснулся, через минут 40 тоже услышал взрывы где-то, наверное, в стороне Броварова. Там. И в 7 часов начали поступать звонки от родителей, так как они находились в Киеве, и прямо над их зданием пролетела ракета. Я очень сильно за них переживал, но они все-таки добрались из Киева в Харьков, и мы уже пережидали некоторое время там. Мы поехали в Польшу, опять же, все были сонные, была ночь, хотели заехать в какой-то отель переночевать, но все отели, дешевые, дорогие, были заняты, поэтому пришлось просто стоять на улице, спать в машине пару часов, чтобы хотя бы чуть-чуть отдохнуть. Ты думал о том, чтобы начать, может быть, обучение в Польше или заниматься каким-то любимым делом в каком-то направлении? Потому что сейчас как раз, насколько я понимаю, если учеба была в Харькове, тебе нужно продолжать учиться, выбирать свою профессию. Как ты сразу воспринял вообще всю эту ситуацию с войной?
Ну, поначалу мне было очень сложно как бы собраться, потому что... Или ты вообще не думал про учебу изначально? Ну, изначально, да, было очень сложно думать про учебу. Изначально были мысли совершенно о другом, были мысли, чтобы просто выжить. Просто выбраться из страны и остаться живым. Я начал пытаться что-то искать по учебе где-то в конце марта. Я начал искать какие-то универы, какие-то возможности украинцам, но много не нашел. Нашел прекрасный ЧВУТ университет в Праге вот тут. Он предлагает помощь украинцам под курсы специальные, где обучают чешскому и математике для поступления в университет. Расскажи о тиммейтах и о друзьях, как вообще настроение у вас в команде и что с твоими друзьями, которые остались в Киеве? Вы поддерживаете отношения? Да, мы общаемся. Один мой друг, с которым мы жили почти в соседних домах, сейчас находится в Польше. Один в Киеве, так как ему больше 18 лет. Он спрашивает там всегда, когда мы вернемся и так далее. Вот. Но тиммейты нормально, они все почти в Украине находятся, у себя дома. Вот. В принципе, нормально общаемся, тренируемся. И как-то, что ли, все уже плюс-минус привыкли, как бы грустно не было к этому ужасу. У меня очень много друзей в Харькове находилось, когда я уже уехал, и я очень сильно переживал за них. У меня до сих пор есть пару друзей, которые до сих пор сидят в Харькове, в подвалах прячутся, и один друг под Харьковом. Я ежедневно им пишу, спрашиваю, как дела и так далее. Да, у меня 50 на 50 было, 50 с Украины, 50 с России. Писали, конечно, и всякие боты писали, типа, писали, что это вам помогают, там, типа, какую-то вообще полную дичь писали, даже смешно было читать. Переобувались как-то челики? Вот ты открываешь директ, он тебе пишет: «Привет, хет-трик, ты красавчик». И буквально там после войны угрожали. Потому что мне писали очень много, там: «Сдохни, мы найдем твою семью», там все эти вещи. Мне писали такую дичь. Я просто вот захожу, там, ты листаешь вверх, и типа переписка, там, удачи в матчах, там, где-то проиграли, не расстраивайтесь и так далее. А тут потом, типа, иди ты. Ребят, мы находимся в бельгийском музее, где Пинчук арт-центр создал выставку в поддержку украинцев, которые приехали в Европу, в частности в Бельгию, для того, чтобы здесь найти убежище. Рядом со мной находится Ксюша. Ксюша, расскажи, как ты оказалась в Бельгии, и поделись с нами своей историей, пожалуйста. Я сама из города Мелитополя, который, к сожалению, сейчас оккупирован и был оккупирован уже во второй день. Было просто обычное утро, и тут я услышала... Сейчас у многих произошла настоящая переоценка ценностей после того, как началась война. Скажи, у тебя есть мечты, которые ты хотел бы воплотить в реальность, и, может быть, они дополнились после этих страшных событий? Да, у меня есть одна глобальная мечта, но озвучивать я ее не буду, потому что это что-то для меня личное и сокровенное. Я скажу промежуточную мечту. Вот пока война, она есть основной. Это чтобы война закончилась, и я наконец-то увиделся со своими близкими, родными, друзьями и знакомыми. Чтобы каждый, кто уехал, получил возможность вернуться в мирную, процветающую Украину. Так, конечно, до войны были мечты материальные, куда-то съездить, купить там дом, машину и так дальше. Но сейчас это все ушло на далекий план, даже не второй, третий. Хочется просто какого-то мира, чтобы это все как-то успокоилось, и мы нормально жили с нормальными соседями. Вообще мы уехали из города после 1,5 месяца оккупации, потому что началась вообще беда. Беда была с первых дней, как они туда зашли. Это отсутствие денег, продуктов, вообще больниц, то есть всего, что нужно в принципе для жизни.
А вот с того дня, как они заехали, у нас постоянно ездили машины с зетками, такие джипики, они воровали людей, люди просто пропадали, мужчины, женщины, ну, то есть... БТР или это что это такое? Расскажи, пожалуйста, о том, когда вы приняли решение после того, как 1,5 месяца находились в оккупации, когда вы решили все-таки выехать, и как вы нашли этого человека, который вам помог? Мы решили выехать после того, у меня мама работает учителем, и ее стали заставлять работать под российской властью. И сказали, ну, там их матом посылали, то есть если вы не начнете работать, то мы вас с города как бы вывезем. И начали пропадать директора, учителя, то есть мы тогда очень испугались. Папу начали То есть просить. те, кто, скажем, не пропагандировал российские власти на территории Мелитополя, правильно, им угрожали, их вывозили? Да. Была какая-то, может быть, у них, я не знаю, методичка, по которой нужно было работать учителям? Мама ее успела увидеть как-то? Нет, в первые же дни оккупации мама, скажем так, вообще все учителя не ходили на работу. Вот, они проводили сначала уроки онлайн, потом пропал полностью связь, интернет. Вот, и они не стали вообще туда идти. То есть, ну, там уже была полностью школа занята российской властью, то есть они директоров украли и сами заняли школу. Для меня, не знаю, для меня теперь ценность — это не быть разменной монетой, скажем так. Потому что на этой войне, эта война показала, насколько мало стоит человеческая жизнь на самом деле. И я очень сильно начал бояться за жизнь, за свою жизнь, за жизнь моих друзей. Особенно вот когда первые дни войны, вот это в Киев прилетало, высаживался десант, а у меня как раз на Соломенском районе, где много СБУ, Нацгвардия, вот это вот все, и у меня друг там живет хороший очень сильно переживал за его жизнь. У меня вот такие вот ценности теперь. Кто победит в этой войне? Ну, конечно же, Украина уже победила. Вопрос только, как это все закончится. Что как должны... Путин выйдет из этой ситуации? Да, ну или выйдет, или ляжет там уже. Он сам должен решить. Но я думаю, мы ему как-то поможем это все делать. А сейчас мы живем в, можно сказать так, общежитии для украинцев. Условия очень хорошие. Вот, там хорошие комнаты, удобные, все отлично, хорошая еда. Вот, мы уже получили не статус беженца, то есть мы получили временную защиту тут. Нам сказали, что так лучше. Вот, это все сделали очень быстро. Расскажи о своих мечтах, какие у тебя были планы до начала войны, что сейчас изменилось и поменялись ли приоритеты вообще в жизни, потому что у многих сейчас переоценка ценностей произошла. Очень поменялись, приоритеты поменялись просто кардинально. То есть, когда какие-то проблемы казались просто масштабными, и я их не пройду, у меня не получится, то сейчас это, в принципе, все где-то там, где-то внизу. Сейчас ты думаешь, чтобы закончилась война, и чтобы все было хорошо потом. Вот, то есть ценности очень поменялись. Руки не опустились? Как бы сложно не было, надо идти дальше, как-то думать о будущем, думать о карьере, о семье, опять же. Ну, в мечтах у меня, понятно, что все закончилось. Вернуться домой, там, в Киев, встретиться с друзьями, с близкими, с людьми, которыми я давно не виделся, там, с папой. Вот. Но, опять же, у меня сейчас основные все цели на карьеру, на КС. Просто хорошо выступать, стараться и не подводить людей, которые за меня болеют. Жить в Киеве. Жить в Киеве, скажем так, иметь свой бизнес в Киеве, либо иметь любимую работу, которая будет приносить мне удовольствие, скажем так. Вот. А пока реальность — это находиться в Европе, пытаться как-то реализовать себя, попытаться найти свое дело, может, ну, какие-то набутые навыки. Александр Авраменко, здравствуйте. Конечно, хотелось бы, чтобы закончилась война, наконец-таки. И не просто закончилась, и мы победили, мы выстояли. Ну и хочется продолжить нормально жить. К сожалению, у меня в Мариуполе не получится этого сделать. Во-первых, просто города нет, во-вторых, и квартиры нет.
Поэтому, наверное, хотелось бы поступить в Польшу, получить хорошее польское образование и закрепиться здесь. И, ну, конечно же, не забывать об Украине, но остаться в Польше. Скажи, ты говорил о том, что во время начала войны ты как раз смотрел ESL. АЕМ Катовице я смотрю. Еще тогда сижу в квартире, вечер, мой город бомбят, взрываются бомбы, взрывается все, свист снарядов. А я сижу и смотрю АЕМ Катовице, ведь киберспорт — это то, во что я могу погрузиться с головой и как-то отойти от реальности, забыть проблемы свои, забыть какие-то переживания. В общем, киберспорт — это то, что как бы дает мне возможность жить дальше и радоваться каким-то мелочам, получать эмоции от турнира. Вообще, вот весь путь знакомства с киберспортом у меня начался с доты. Я утверждала, что дота — это просто отстойная игра, что в ней играют только какие-то там вообще ненормальные. Вот, до тех пор, пока одноклассник мне не сказал: слушай, а ты пробовала? Я такая: нет, я не пробовала, я и не буду. Вот, а потом мне скачали доту на компьютер, и меня как-то это очень так... Мне это понравилось. Конечно, я собирала двое фейзов на снайпера, ну то ладно. Вот. А с кем ты играла? Кто тебе учил играть? У тебя есть друзья, которые с тобой, скажем, начинали твой киберспортивный путь геймера? Я играла с друзьями в доту, но потом я перешла в КС. Сейчас я в основном, до войны играла с друзьями в КС. Вот друзья разные, они из Мелитополя, из Херсона. Некоторые там еще остались в Мелитополе. Ты сейчас с ними поддерживаешь связь? Да, поддерживаю. Расскажи, как они там вообще? Ну, честно говоря, как и везде, очень так сложно, напряжно. Вообще ситуация такая непонятная. Вот, но я стараюсь каждый день им писать, узнавать, как у них дела. Вот, все ли в порядке, как в порядке, образно говоря. В порядке настолько, насколько это может быть в сегодняшних реалиях. Да. Активно наблюдаю за КС-составом Нави. Сейчас проходит мажор, поэтому будем наблюдать, смотреть и топить за наших ребят. Ты когда-то был вообще на турнирах? Нет, нет, никогда не был на каких-то выездных, на лан-турнирах, но я очень хочу попасть, наверное, на следующий мажор. Он будет проходить в каком-то из городов Европы, а я в Европе, и можно попасть, очень бы хотелось посмотреть. На этот мажор ты не хотел бы попасть? На этот мажор, конечно, хотел бы попасть, в Антверпен. Все вообще супер классно, и на лан-турнире, в общем, побыть, поболеть, это, я думаю, нереальная атмосфера, нереальная поддержка. Я представляю, когда в 2021 году Нави берут мажор, это тоже эмоции зашкаливают, это мы с друзьями там сразу все обсуждаем, эмоции зашкаливают, а я представляю, что там будет, как это вообще все. Представьте, весь зал, те, кто топит за Нави, вообще даже незнакомые люди, и вот так вот они все, их объединяет киберспорт, их объединяет их любимая команда, и когда, например, победа, это просто, наверное, сносит крышу. Spасибо тебе за то, что ты поделился с нами нашей историей. Киберспорт действительно объединяет. Ты через многое прошел, и мы хотим подарить тебе этот билет на этот мейджор. Это тебе. Офигеть. Это нереально круто. Спасибо. Действительно, у тебя история такая была жесткая, я даже немножко расчувствовался. Да. Вот так вот. Так что мы надеемся очень, что ты сможешь сесть на поезд, ты сможешь к нам приехать, и мы с удовольствием поснимаем еще контент с тобой. Мы будем снимать влоги, потому что наша конечная цель — это Антверпен, это мейджор, поэтому мы тебя ждем. Хорошо. Спасибо тебе большое, ты красавчик, спасибо. ты крутой. Все, спасибо вам за то, что организовали, за то, что, в общем, я в Германии, вы помогли здесь остановиться, переночевать. В общем, спасибо за организацию и спасибо за мажор. И сейчас я тебе его подарю. А ты пока постой здесь, хорошо? Хорошо. Сейчас. Что тут у нас? Держи, это твой билет на мажор. Капец. Спасибо большое. Спасибо, что поделилась своей историей. Финальная точка нашего фильма — это, конечно же, Антверпен, это мажор. И сейчас, при просмотре нашего документального фильма, вы уже знаете финальный счет, а мы только бы хотели узнать и очень надеемся, что
мы сможем забрать в копилочку второй мейджор. Изначально мы хотели показать, как себя чувствуют украинцы на территории Европы, но сделали, как мне кажется, немножко больше. Мы показали всему миру, какую страшную войну развязала Российская Федерация против Украины, тот геноцид, который она устроила. Мы показали очень много историй. Многие истории, к сожалению, мы не смогли включить в наш документальный фильм, так как хронометраж нам не позволяет, но мы хотели передать эти эмоции и показать всему миру, что сделала Российская Федерация, какую ужасную войну она развязала на территории Украины против украинцев, да и против всего мира. Только угрозы о ядерных войнах каждый день сыпятся во всех СМИ, и мне кажется, ни один нормальный человек на планете просто не желал бы не то что не ядерной войны, а и вообще никакой войны. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем фильме. Спасибо Европейскому Союзу, спасибо всем странам, всем городам мира, которые принимают украинцев. Через день мы отправляемся в Киев, а сегодня финал мейджора, и мы очень надеемся, что мы сможем его победить, а под этим документальным фильмом уже очень много комментариев. Всем спасибо, увидимся. Делает лютые пролеты всегда. Ребята, наш герой нашего документального фильма, он уже приехал на мажор. Да. Сейчас мы вместе с ним отправимся вовнутрь. Давай правую руку. Это левая. Так. Я не сильно сейчас тебе наклею. Леха, рассказывай, как тебе атмосфера? Ты здесь впервые? Впервые, да, просто бомбически, столько всего, позитива. Блин, я ему сейчас так завидую. Помню, первый турнир, на который попал, это разрыв. Здесь сегодня буря эмоций, очень много людей, очень много ребят с украинскими флагами. Весь мир съехался на этот очередной мейджор, это Antwerpen PGL. Будешь получать автограф? Конечно. Точно? Конечно. От символа. Мечта окончательно выполнена. Круто, ты доволен? Конечно. Да. Я не знаю, я даже слов не нахожу. Это потрясающе. Слушай, ну мы рады, что смогли подарить тебе эти эмоции. Спасибо, что приехал. Да, спасибо вам. Спасибо, что участвовал в нашем документальном фильме. Situations and I'll be here to be absolutely everything. Ну что, вот гранд-финал, только что, к сожалению, не дотянули на первой карте. Как вам эмоции? Мы очень верили в камбэк, просто весь зал. Голос не сорвали, когда уже... Я сам прям, уже. Да, это эмоции просто зашкаливают. They can't two times. Сегодня утром гуляю по Берлину. Передо мной посольство России. И здесь устроен пикет, демонстрация, поддержка Украины, флаг. И Сирия ведь тоже пережила такую же проблему, как сейчас Украина. И, в общем, да, я вижу украинский флаг, еще что-то, стоп-вар, вот эти вот хэштеги все. И вижу «Save Mariupol». Ну, я подхожу, понимаю, что это мое как-то тоже. То же самое ком к горлу подкатывает, что про нас не забыли, про мой город не забыли. И я фоткаюсь и вижу, стоят какие-то две девушки, смотрят. Ну, я говорю, я из Мариуполя. И она видит по моему лицу, что ну, сейчас я могу что-то сорваться, и что прям я выгляжу как-то не сильно. И, в общем, она просто без всяких слов, без ничего просто подходит, обнимает меня. И нереальная поддержка от людей.
от всего этого. И очень важно, когда кто-то может поддержать тебя действием, словом в текущей ситуации. Это нереально важно, это тоже помощь. Поэтому если вы не можете помочь финансово, вы можете просто помочь поддержкой человеку.